Добрый вечер, девушки. Я прошу прощения за опоздание. Стоял в пробке, был на съемках. Вот только забежал в кабинет. Как вы меня видите и как слышите? Как вы меня видите и как слышите? Честно говоря, думал, что не доеду до вас. Так все неожиданно сложилось. Но слава Богу. Слава Богу, мы встретились. Одну секунду. Я уберу кондиционер, выключу. Все отлично работает. Это отлично. У нас с вами сегодня очень интересная тема. Будем говорить мы о воспитании детей. Но в таком, знаете, не совсем привычном, возможно, для вас формате. Потому что все-таки, когда вы слышите о том, как воспитывать ребенка, наверное, ждете каких-то рекомендаций. У нас будут рекомендации, конечно. Но все-таки я бы хотел сегодня обозначить, насколько важны взаимоотношения мамы, например, дочери и сына, и насколько родители, мама и папа, либо один из родителей могут своим собственным примером испортить жизнь ребенку. Ведь на самом деле мы редко с вами задумываемся, а кто-то вообще об этом и не думает, что ребенок формирует свою психику еще в утробе матери. И давайте мы представим себе вот такую ситуацию. Беременная женщина, маленький малыш, и женщина пребывает постоянно в состоянии стресса. Она нервничает, она переживает, она находится в отношениях с мужчиной, который ее не оберегает, а наоборот подбрасывает в топку дров. Возможно, у нее вообще нет мужчины. Возможно, у нее плохо протекает беременность, а мужчина в этот момент не находится рядом и не поддерживает ее. То есть причин, по которым женщина может находиться в состоянии стресса в беременность, очень много. Все эти состояния, они, безусловно, сказываются и на самочувствии малыша. Если, например, гормональная система женщины выбрасывает в кровь адреналин, кортизол и гормоны стресса, то все это отражается и на ребенке. У него повышается и давление артериальное, у ребенка могут не совсем полноценно развиваться те или иные органы. Почему? Потому что, например, тот же кортизол, он отвечает за то, чтобы в достаточно опасной ситуации, где вашей жизни что-либо угрожает, что делает кортизол? Ну, например, вот видите 5 пальцев, да? Для того, чтобы моя рука взаимодействовала полноценно, мне нужны все 5 пальцев, чтобы я мог ими работать. Также и с нашим организмом. Вот организм ребенка, там есть и сердце, там есть и почки, и печень, и легкие, и там хрящевая ткань, очень много-много всего. И, например, в тот момент, когда я хочу взять что-то в руку, я могу не использовать 3 пальца, а могу взять что-то только 2 пальцами. Да? То есть эти 3 пальца, они выключаются из работы. Они вроде бы там выполняют какую-то функцию, но работаю я в основном только вот этими 2. А когда приходит кортизол, когда он попадает в организм женщины, то происходит примерно следующее. Те органы, которые на данном этапе не отвечают за спасение жизни, они выключаются и работают в таком, знаете, сберегающем режиме. Работают только те органы, которые отвечают за спасение жизни. То же самое происходит с организмом ребенка, когда он находится в утробе матери. То есть мама в стрессе, и у ребенка начинает приглушаться развитие тех органов, которые не принимают участие в спасении жизни. То есть, если мама находится в постоянных стрессовых ситуациях, очень возможно и высоко вероятно, что у ребенка будут неправильно развиваться его организм. Но мало того, что он неправильно развивается, давайте мы опять вернемся к нашим с вами гормончикам, о которых я вам вчера и позавчера рассказывал, и вспомним, что вот эта группа гормонов стрессовых, кортизол, адреналин, норадреналин, пролактин, пролактин он преобразуется в гормон стресса тоже в стрессовых ситуациях, всегда сопровождаются выбросом бета-эндорфина.
Бета-эндорфин – это гормон, который обезболивает, это обезболивающее средство. Бета-эндорфин, он стабилизирует работу центральной нервной системы, влияет на мозг для того, чтобы мы не сошли с ума. И что происходит? Ребенок подсаживается вот на это состояние, на состояние страдания. То есть он привыкает к гормонам стресса, привыкает к бета-эндорфину и через страдания начинает получать удовольствие. Почему? Потому что бета-эндорфин действует на наш мозг как кокаин, то есть как морфиноподобные соединения, опиаты, вызывая очень сильную зависимость. Такие дети, как правило, появляясь на свет, находясь в своей кроватке, неважно, где они там спят, люлечка, кроваточка, может быть, на диванчик его положили, подушками обложили, чтобы не упал, он начинает плакать. Есть очень капризные дети, которым нужно очень сильно прокричаться. Вне зависимости от того, там, болит у него животик, не болит, чистится животик, не чистится, неважно. Он просто сам по себе такой. Ему нужно очень долгое, длительное время кричать. И в тот момент, когда он кричит, он доводит себя искусственно до состояния стресса. И как только это происходит, у него прилетает бета-эндорфин. И он прикайфованный засыпает и уходит в сон. Мы об этом, ну, понятно, что нам об этом в роддоме никто не рассказывает. Никто об этом не говорит. Помимо всего этого, ребенок и естественным образом, появляясь на свет, оказывается в стрессовой ситуации. Почему? Здесь в утробе матери он находился в привычной для себя среде. Это его дом. Он там появился, он там развивался, это его маленькая вселенная. Там он защищен, там он слышит сердцебиение матери, там он слышит ее дыхание, он слышит ее голос, слышит вибрацию, которая идет по телу. Он понимает, что его могут потрогать, там, ручкой погладить. Все эти состояния он улавливает, естественно. И вот он выходит из женщины и оказывается в самом настоящем аду для себя. Почему? Потому что вокруг какие-то звуки, пусть он даже их первое время не особо четко и слышит, да? А глазки еще не открывает, но он находится вне своего дома, вне комфортного состояния. Это уже стрессовая ситуация, понимаете? Он уже находится в стрессе. Что происходит далее? Ребенок начинает расти. И если, например, вот эта самая первая стадия, которая называется стадия «быть», да, то есть когда ребенок только появился от 0 месяцев до 6, что в этот период вырабатывается и что усваивается ребенком? Это базовое доверие. Это базовое доверие к окружающему миру и к маме с папой. Именно по этой причине многие врачи говорят о том, что нужно ребенка выкладывать и на маму, и на папу, и лежать вместе, и по очереди менять выкладывание ребенка, и гладить его, и обнимать его, для того, чтобы малыш понимал, что он принадлежит кому-то. Потому что 9 месяцев он принадлежал своей маме. В дальнейшем ребенок начинает усваивать информацию. Через что и при помощи чего? Через 5 основных органов чувств. Через свои глаза, то есть он начинает видеть образы, цвета, какие-то предметы, людей, животных, родственников. Он слышит, он чувствует запахи, он чувствует вкусовые ощущения, тем более, если он еще питается маминым молочком. Он еще может и потрогать. И вот через все эти 5 органов чувств ребенок начинает познавать окружающий мир. И очень важно понимать, что все, что будет происходить с ребенком на стадии формирования его личности, в дальнейшем скажется на его будущем. В какой семье ребенок появился? А что это за семья? А что это за мама? А что это за папа? А что это за бабушки, дедушки, какие-то ближайшие родственники? Как я могу в этой семье чувствовать себя? Кто я в этой семье? Естественно, у ребенка существует, у любого человека существует определенный запрос на чувственность, на эмоциональность и на удовлетворение этих чувств, и на удовлетворение этой эмоциональности. Но это, вы знаете, вот есть у меня стаканчик, да? Он может быть полным, а может быть вот наполненным вот на столечке. То есть его можно наполнить. И объем этого стакана подразумевает, что сюда можно вместить 0,5 литра.
или там 0,4. Но по какой-то причине наливают только вот так. Только вот так. Это как, знаете, человеку голодному взять, который очень сильно хочет есть, посадить его за праздничный стол, где масса различных блюд, то есть выбирай, не хочу. Ему говорят, вот ты здесь ничего не трогай, только вот на краешке вот этого стола, видишь, здесь вот тарелочка, и в ней греночки с чесночком и сверху зеленушкой посыпаны. Это можешь трогать, все остальное не тронь, потому что тебе это нельзя. Вот с ребенком происходит то же самое. У него есть запрос, потому что изначально при рождении его гормональная система, мозг, центральная нервная система, его душа настроены на определенные отношения. И о том, какие состояния проживает ребенок, всегда сообщает гормональная система. Эти состояния фиксируются мозгом. Вы представьте себе, ребенок родился в семье, где мама и папа ничего не могут решить между собой. То есть у них постоянные стычки, конфликты, скандалы, выяснение отношений. Представьте, что ребенок родился в семье, где, например, по отношению к ребенку проявлялось такое обусловленное отношение. То есть можно очень много перечислять всего. Мы сегодня затронем очень разные темы. Я сейчас покажу вам вчерашний слайд. Он как раз в эту тему, к этой теме подходит прекрасно. Для того, чтобы вы вспомнили, о чем мы говорили. Так, одну секунду, не то я открыл. Сейчас давайте отсюда начнем. Вот смотрите, вот с момента появления ребенка на свет появился ребеночек и начинает расти, формироваться. У него есть запрос на чувства и эмоции. Эти чувства и эмоции передаются ребенку через определенные состояния. Какие? Безусловное принятие. Я принимаю тебя вот таким, какой ты есть, вне зависимости от того, как ты себя ведешь, хорошо учишься, успеваемость у тебя, ярко выражены твои таланты, либо не ярко выражены, соответствуешь ты моим ожиданиям, либо не соответствуешь. Я люблю тебя все равно. Я могу быть недовольна твоими поступками, но я всегда рада тебе, я всегда принимаю тебя, потому что ты мой ребенок. Я без тебя не представляю своей жизни. Я очень ценю тебя. Я очень дорожу тем, что ты у меня есть. Это первое состояние. Следующее состояние – собственный пример. То есть ребенок маленький видит, как живет мама, как живет папа. Если эти отношения наполнены гармонией, любовью, если в них присутствует принятие, если в них присутствует уважение, то, естественно, ребенок также заполняет свое эмоциональное состояние и свою гормональную систему позитивными такими гормонами счастья и радости. И если в отношениях значимость ребенка подчеркивается, ты значим для меня значимы твои ошибки, потому что благодаря этим ошибкам ты можешь учиться, ты можешь становиться мудрее, ты можешь становиться опытнее, ты можешь становиться одареннее, благодаря ошибкам, которые ты совершаешь. Ты значим просто так, потому что ты мой ребенок, ты мое дитя. Когда ребенок оказывается вот в таких отношениях, происходит самое настоящее насыщение, то есть он не испытывает эмоционального голода, нет эмоциональной недоступности. Но более частое явление, к сожалению, это все-таки фактическая реальность. Фактическая реальность. Чаще всего ребенок оказывается в обусловленных отношениях, где он должен заслужить любовь родителей, где он должен соответствовать их запросу, их ожиданиям, где он должен отказаться от своих интересов во благо интересов родных, где его чувствами могут пренебрегать, где он может находиться в эмоционально недоступных отношениях с родителями. То есть его там не обнимают, не целуют и не любят. Он может видеть деструктивный пример. Мама с папой постоянно выясняют отношения, ругаются, разборки, терки, там что-то они доказывают друг другу. То есть ребенок видит не совсем здоровую модель отношений и начинает формировать свою стратегию поведения на будущее. И, конечно же, в этих отношениях может обнуляться значимость ребенка. То есть
кто ты такой или кто ты такая, ты еще не доросла, ты еще, еще молоко на губах не отсохло, вырастешь, будешь умничать, подрастешь, поймешь и многое-многое другое. То есть значимость ребенка, его мысли, его чувства, его интересы, его интеллект может обнуляться. Соответственно, эмоции в недостаточной степени проявляются. Гормоны счастья, радости и удовольствия в недостаточной степени вырабатываются. Формируется очень сильный запрос, то есть голод, формируется запрос на определенное состояние. На какое? Я хочу, чтобы меня любили. Как правило, такие дети вырастают. Они очень быстро пытаются найти себе партнера, рядом с которым почувствуют себя нужными и важными. То есть я должна встретить человека, рядом с которым меня полюбят. То есть я хочу почувствовать себя любимым. То есть там в таких отношениях ребенка не учат любить себя. Почему не учат? Потому что чаще всего родители себя не любят. То есть я не знаю, как нужно относиться к себе. И именно по этой причине я не знаю, как относиться и к ребенку. И многие-то родители это делают неосознанно, не потому что они плохие, не потому что родитель себе хочет своему ребенку причинить какую-то боль. Не нужно путать дисциплину и любовь, всегда должны быть учтены. Есть определенные условия договоренности с ребенком, есть та же дисциплина, Екатерина, да, то есть есть определенная система воспитания. Но эта система воспитания не подразумевает уничтожение личности. Ну давайте пример приведем. Ребенок может что-либо сделать, там, получить двойку, я не знаю, там, разбить вазу в школе. И что может он услышать? Кого ты такой пошел? Бестолочь, ты позор, ты меня позоришь. Да почему другие дети? Начинается перечисление того, что он никакой. То есть ребенок какой-то не такой. То есть вместо того, чтобы зайти на критику поступка, там, я очень расстроена, что ты так поступил. Я очень расстроена тем, что ты разбил вазу. Я очень расстроена твоим там, плохим поведением. Я расстроена, не ты дурак, а я расстроена. И нужно уметь отделять эти состояния, понимаете? То есть я тебя всегда люблю, потому что ты мой ребенок. Но твои поступки иногда мне делают больно. А когда мы говорим «ты идиот», да, «ты больной», «ты позор семьи», «в кого ты такой пошел», мы смешиваем все. И таким образом закладываем в ребенке отсутствие значимости личности. То есть закладываем в ребенка совершенно нездоровую самооценку. То есть он превращается в неуверенную в себе личность. Это еще не все. Это еще не все. Сейчас мы с вами перейдем к границам личного пространства. И я хочу, чтобы вы посмотрели и проанализировали. Даже я, наверное, не буду выводить этот слайд. Простите меня за мой насморк. Я не буду выводить этот слайд. Я просто буду вам зачитывать. А вы, пожалуйста, будьте честными с собой сейчас. Мысленно представьте себя, своего ребенка, либо своих детей. И посмотрите, как вы с ними общаетесь. Возможно, что-то подобное происходит в ваших отношениях. Возможно, что-то происходит в ваших отношениях. Я тоже заболела вирус, да. Итак, первое. Сейчас мы рассмотрим 6 видов нарушения границ личного пространства. И начнем с эмоциональных границ. Обесценивание личности. Частые фразы, о которых я сейчас сказал. Ты неблагодарная, ты бессовестная, ты еще не доросла для того, чтобы высказывать свое мнение. Ты вся пошла в своего папу, либо ты пошла в дедушку. И начинаются такие, знаете, обнуления состояния. То есть ребенка погружают в состояние, где он понимает, что он никто. Следующий этап – манипуляция. Тоже относится к нарушениям границ личного пространства, эмоциональным. Когда мама начинает или папа манипулировать. Сделаешь уроки – получишь. Вот сначала школу закончишь, потом посмотрим. Вот сначала будешь хорошо себя вести, потом мы поговорим. Вот когда исправишься, тогда и подходи ко мне. О чем идет речь?
вы всегда говорите ребенку о том, что он должен заслужить право, понимаете? Он должен заслужить право быть принятым вами. Потом такие дети вырастают, особенно девочки, вступают в отношения с неадекватными мужчинами. И когда ей мужчина говорит о том, что я к тебе так отношусь, потому что ты больная, потому что ты спровоцировала, потому что ты меня толкаешь на это. У девочки, вы что думаете, эта информация не сохраняется? Вся информация хранится вот здесь. Вот здесь вся информация хранится. Естественным образом, когда девочка выросла, она слышит подобное от своего мужчины, она возвращается неосознанно в детство, бессознательно проваливается в детское состояние и начинает заслуживать любовь у мужчин, понимаете? Ну а как без манипуляций? Конечно, конечно, да. Смотрите, ребенок может подвергаться эмоциональному насилию. То есть вы можете своего ребенка погрузить в состояние, где, например, вы решили его проучить и доводите ребенка до состояния истерики. Она уже плачет, слезами захлебывается и говорит там: мамочка, ну родная, ну пожалуйста, ну прости меня, а вы ему там или ей: отойди от меня, сказала, не трогай меня, ты все, я тебя знать не хочу, иди в свою комнату. То есть ребенок раскаялся. Для его психики, для детской психики, это равносильно смерти, понимаете, когда она стоит или он плачет, рыдает, то есть это покаяние детское, оно, раскаяние детское, оно очень настоящее, его невозможно ни с чем спутать, понимаете? Невозможно ни с чем спутать. И, естественно, это и есть насилие. То есть вы видите мучение ребенка, но по какой-то причине вы никаким образом на это не реагируете. Например, унижение. Да, вы можете унижать своего ребенка. То есть пока, причем это можете делать еще прилюдно, в присутствии других людей, в присутствии взрослых людей. Стыдите ребенка в присутствии других. Посмотри, как тебе не стыдно, на тебя люди. Вот иди, пускай на тебя люди посмотрят, какая ты. Иди, выйди, пускай посмотрят. Это называется и насилие, это и унижение. В общении с детьми тоже присутствует газлайтинг. Мы понимаем, что такое газлайтинг. Это когда человеку попытаются заставить верить в несуществующую реальность. Понимаете? Например, вам говорят: вот это белая карточка, вы видите белую, это белая карточка, вы говорите. Да нет, ты дура, это черная. Да как черная? Сам ты дурак. Это белая карточка. Это черная. Тебе кажется. Тебе кажется. Ребенок может что-то рассказывать вам. Ребенок может делиться своими состояниями. А мама и папа неосознанно очень часто: тебе показалось, этого не может быть, что ты мне рассказываешь сказки. То есть все, что говорит ребенок, оно как-то обнуляется. Ребенка пытаются обмануть. Он говорит: ну я тебе правду говорю, так было. Нет, я все знаю. Ты проживи, что ты меня учишь? Сидишь тут, мне уже 35 лет, а тебе всего 10, ты мне здесь рассказываешь. И здесь присутствует газлайтинг, понимаете? Обесценивание чувств. Обесценивание чувств. Это свойственно абсолютно всем. В воспитании мальчиков и девочек. Мальчик упал, плачет. Так, ты же мужик, а ну-ка посмотри, ты солдат у меня или кто? Не надо плакать, соберись. Смотри, на тебя люди смотрят. Такой большой уже стоит, он тут плачет. У ребенка проблема. У ребенка слезы. У ребенка боль. Ребенку хочется понежиться. Ему в этот момент нужна ласка и забота. Но ее нет, потому что он мужик. Он мужчина. А если он мужчина, значит ему нельзя ничего идти на ему навстречу. Я однажды общался с одним отцом, который говорит: я со своим пацаненком он его называл, никогда не сюсюкаюсь. Он подходит, ребенку 4,5 или 5 лет было. Он ко мне подходит со своими этими: папочка, я тебя так люблю. И я ему сразу строго: никакой мне здесь я тебя люблю. Давай занимайся своими делами, иди. Ты мужчина у меня, это все бабские штучки. Я ему задал вопрос.
Вы представьте себе ситуацию. Вы сейчас выйдете на улицу, и вас отоварят возле магазина 3 кавказца. Борцы. 2 борца, 1 боксер. Один будет бить в бубен вам, а второй будет втыкать в асфальт. А третий будет отковыривать и еще раз втыкать. И так по кругу. Представляете, вот так по кругу. Сначала вам такая хорошая двойка в бороду, потом вас с прогиба втыкают. Вы пока там приходите в себя, второй, третий подходит, отковыривает и еще раз втыкает. В этом состоянии вам что захочется сделать? Сказать себе «я мужик», сказать себе «я буду сильным и буду терпеть». Ваша реакция будет очень обоснованной. Вы будете кричать, как маленький мальчик: «Ай-яй-яй, ой-ой-ой, ребята, что я вам сделал? Если ничего не сделал, ребята, за что?» То есть будете показывать свое настоящее состояние. Будете пытаться встать и убежать, если у вас на это хватит сил. То есть вы себя будете вести как маленький ребенок, как самый настоящий ребенок. А с чего вы взяли тогда, что ваш 4-летний ребенок, 5-летний, не имеет права показывать свои эмоции и не имеет права говорить, что ему больно? Чем его больно отличается от вашего больно? Можно вас молотком по пальцу ударить? Он на меня смотрит вот такими глазами, и слезы текут. И говорит: а чего вы плачете? Почему вы плачете? Ну, блин, я раньше думал. Не блин, я раньше думал. Боль ребенка ребенком воспринимается как что-то очень невероятное. Дети, они настоящие, они искренние. Их слезы настоящие, их чувства настоящие. В ситуациях с девочками то же самое. Девочки не должны злиться. Ты же девочка, ты, господи, Таня, ты же девочка, кто так делает? Таня там бегает, прыгает по лужам, вся запачкала, грязная. Ты же девочка. Таню толкнули, она упала, ударилась, побежала драться. Ты же девочка. То есть у девочки с детства блокирует состояние самозащиты, самоконтроля какого-то. Она потом вырастает, кем становится? Жертвой. Она вступает в отношения с мужчинами, он ее дубасит. Я же девочка. Она видит, что муж там борзеет, наглеет. Я же девочка. Во-во-во-во. Там, где нужно открыть рот, сказать: дорогой, ты ничего не перепутал у меня, здесь нет. У тебя там лишний Фаберже есть или что. То есть, понятно, что не нужно говорить прямым текстом так. Это я пример привожу, что женщина должна с детства учиться отстаивать свои границы. Она с детства должна понимать, где она имеет право дать отпор. А нарушение границ эмоционального пространства и формирует вот эту обезволенность у ребенка, и у девочки, и у мальчика. Далее давайте пойдем. Интеллектуальные границы, о которых я уже сейчас говорил частично. Обесценивание знаний. Ребенок может что-то учить, да? То есть для него потребление материала, пищи какой-то, оно все-таки что-то новое. И здесь очень важны участие и мамы, и папы, ну или хотя бы одного из родственников, одного из родителей. Но когда ребенок что-либо учит, что-либо усваивает, и мама либо папа обесценивают эти знания, например, девочка бежит домой с 4 в дневнике, у нее 4 по математике. Умный папа сидит на диване и говорит: я считаю, что 4 по литературе или там по математике, неважно, это не совсем образцово-показательная оценка, поэтому твоя радость неуместна. Твоя радость неуместна. Вот когда 5 получишь, тогда мы с тобой и поговорим. Молодец, иди. Ребенок бежал домой с запросом на определенное эмоциональное состояние, чтобы это эмоциональное состояние наполнили доверху, как этот стаканчик. Прибежал, а в него налили вот столько. Вот столько. То есть у папы, у него свои тараканы в голове. Он считает, что таким образом он ребенка приучит к, будет прививать таким образом ребенку любовь к учебе. Чтобы она увидела на папином лице гордость за дочку. Гордость.
Но при этом папа не понимает, что подобным поведением он ломает своей девочке психику. Как должно было бы выглядеть, я вам могу сказать. Приходит ребенок домой с 4, а пусть даже с 3. Папа должен или мама ребенка обнять, поцеловать, поблагодарить, сказать спасибо тебе за то, что ты стараешься. Я понимаю, что ты, возможно, не все успеваешь. Давай вместе подумаем, почему у тебя не получилось. То есть ребенку дали право на ошибку. Он имеет право ошибиться, потому что он только учится. Я всегда задаю вопрос родителям. Слушайте, почему вас нет в списке Forbes? Объясните мне. Вы стремящиеся к идеалу. Попадите в список Forbes, всезнайки. Идите, пускай вас хотя бы на последние страницы там напечатают. Что вы от ребенка хотите? У которого меняется гормональная система, развивается организм, формируется психика. Он еще не достиг своего полнолетия, а вы пытаетесь получить от него знания, как от вундеркинда какого-то. При этом сами, что у вас есть? Покажите мне гордость свою. Вот я в твои годы, это ты, а я это я. Поэтому, когда родители обнуляют интеллектуальные способности, обесценивают знания, дети потом вырастают и погружаются в состояние поляризованного мышления. Что это такое? Я либо буду делать все идеально, либо ничего не буду делать. И это состояние их сопровождает всю жизнь. Это такой перфекционизм, понимаете? То есть я либо сделаю все на 100 баллов, либо даже пробовать не буду, если я не уверен в этом. Откуда это все берется? Это все берется из детства, там, где мы боимся допускать какие-то ошибки. Естественно, в этом состоянии мы ребенку просто ломаем психику, понимаете? Обесценивание способностей, дальше, да, обесценивание действий, обесценивание мнений и мыслей. Это все тоже относится к нарушению интеллектуальных границ. То есть, когда родители обесценивают способности ребенка, мысли, мнения, ой, что ты там понимаешь, сидишь там, умничаешь, ой, давай, пожалуйста, не будем. Вот это же, даже, знаете, спрашивают родители, мой ребенок не дорожит игрушками. Так потому что он их не выбирает, эти игрушки. Потому что вы сами покупаете их, приносите то, что вы хотите. И первая волна радости, она, безусловно, очень интересна. А потом, когда игрушка приедается, ребенок с ней не играет. Потому что ребенок должен выбрать ее сам. Нужно отвезти в магазин, как-то сузить его выбор, сказать, мы сегодня можем позволить себе купить игрушку вот в таком диапазоне. Вот в таком диапазоне. Давай посмотрим. Вот выбираем вот из всего вот этого. Потому что у меня на других там, может, мне денег не хватит на это. И ребенок выбирает то, что ему надо. Это не хочу, это не хочу. Здесь что проявляется? Мы начинаем ценить мнение ребенка, мы прислушиваемся к его чувствам, мы проживаем с ним состояние и погружаемся в его состояние. Дети это очень ценят. И это основа очень здоровая для того, чтобы в дальнейшем ребенок рос полноценно. Далее, духовные границы. Духовные границы. Я уже сказал про безусловное принятие. Очень часто родители игнорируют этот принцип. То есть, если ребенок плохо учится, не люблю, плохо ведешь, не люблю, плохо занимаешься спортом, не люблю, напачкал дома, не люблю, еще что-то сделал, тоже не люблю. То есть к нарушению духовных границ также относится и непринятие. То есть вы можете что-то не принимать в ребенке, какие-то его состояния. То есть он может капризничать, он может плакать, он может там кричать громко, он может бегать по квартире. Есть какие-то состояния, которые вы не принимаете, то есть непринятие такое. Вы можете навязывать ребенку стандарты определенные, в прямом смысле слова. Меня так мама учила, и ты так будешь делать. Папа может сказать, в нашей семье все были военнослужащими в тельняшках. О какой косметологии ты говоришь мне, друг мой, там, или каким-то там стилистом собрался стать, или художником. Это реальная история, тоже была у меня в практике такая. Сумасшедший папа, я не без преувеличения говорю сумасшедший, там клиническая форма уже. У меня сын там будет ВДВшником, как и я. Вот таким, с шизой. А он художник, он рисует. И причем рисует так, что его уже и на выставки приглашают в Европу.
Он уже и в Америке был, он и летал и в Венесуэлу, и в Бразилию, он полмира уже объездил со своими работами. Понимаете? А он говорит, если ты, причем мальчику еще 18 лет не было, если ты не пойдешь в армию или продолжишь рисовать, ты мне не сын. В нашей семье педерастов еще никогда не было. Что такое? Это кто решил за другую личность, что для него лучше? Кисточка и масло или голубой берет? Поэтому вот эти навязывания стандартов, они присутствуют в очень многих семьях. Я так решила, я так сказала, я твоя мать. Ну ладно, хорошо, хорошо. Физические границы. Физические границы. Ребенка могут бить с особой жестокостью, могут хватать вот так, могут щипать за щеки, могут толкать, могут дать подзатыльник, швырнуть детские игрушки, разбить что-нибудь. Да, это порча имущества, это тоже нарушение границ физического пространства. Или сказать ребенку, ну и все, оставайся здесь, пусть тебя злые собаки съедят. Оставайся, сейчас тебя тетя унесет. И пошла я. Все, я пошла пока. Это нарушение границ физического пространства. Оставление ребенка в опасной ситуации. Какая опасная ситуация, Марк? На улице белый день, ромашки цветут, птички поют. Проснись, женщина. Тебе 35 лет. Твоей девочке 2 года. И ты ей говоришь, что ты бросаешь ее. У нее с тобой пуповина еще натянута. Понимаешь? Энергетически. Для нее остаться без мамы, это значит умереть. Она зависит от тебя. А ты рассказываешь ей о том, что нужно, я тебя здесь оставлю, сейчас тебя баба-ежка унесет. У ребенка, если бы вы понимали, что там происходит, видели, как фонтаны танцующие выглядят? Вот у ребенка гормональная система начинает вот так выбрасывать гормоны стресса. Вы что думаете, почему он бежит сразу? Нет, с бешеными глазами. От того, что ему понравилась ваша идиотская шутка? Или от того, что у него чувство страха появилось, и он побежал за человеком, без которого жить не может? Я думаю, второй вариант, правда? Это же не шуточки. Это же не потому, что он там себе что-то придумал. Я так решил, побегу за мамочкой за своей. Поэтому давайте, я сейчас говорю про такие вещи, которые сложно признавать в себе многим родителям. Очень многим родителям. А это признавать необходимо, потому что через вот такие мелочи формируется нездоровая психика ребенка, который потом начинает жить несчастливой жизнью. Дальше что? Недопустимые прикосновения в общении с малышом или малышкой. Ребенок может говорить, мне не нравится так. Ну не делай, ну пожалуйста. Мама там, или папа лезут. Ну не надо, он не трогай, он уже говорит, я не хочу этого. Нет, начинает лезть. Это тоже нарушение границ. Вы должны понимать, что ребенок от момента появления на свет – это личность отдельная от вас. Вам дано право любить и воспитывать, но не дано право уничтожать ее, потому что вам так хочется. Это не игрушка, это не конструктор, сегодня так сложилось, завтра по-другому. Так не подойдет. Сексуальные границы. К большому сожалению, я часто в своей работе сталкиваюсь с ситуациями, в которых взрослые женщины и взрослые мужчины в детстве подвергались сексуальному насилию со стороны отца, со стороны отчима, со стороны брата, со стороны мамы, со стороны дедушки, со стороны бабушки. И это сексуальный инцест, самый настоящий, когда ребенка принуждали к близости, либо это мог быть не секс в прямом смысле слова, это могли быть оральные ласки, это могли быть недопустимые прикосновения, когда ребенка там заставляют что-либо трогать и так далее, и так далее. Таких детей очень много, к сожалению. И я надеюсь, что среди здесь присутствующих родителей, безусловно, нет таких людей. Хочется в это верить. Экономические границы. Экономические границы. Ребенка постоянно пытаются ткнуть носом в то, что он еще не заработал.
что он не ценит ничего. Когда научишься зарабатывать, он не понимает, что такое зарабатывать. Он не понимает, что такое нести ответственность. Он не понимает, что такое ценить. Он не знает, какова ценность заработанных денег до тех пор, пока он сам не начнет работать. По мере взросления ребенку нужно, конечно, об этом говорить. Он должен понимать, что такое труд, что такое оплата труда. Но когда вы постоянно тычете ребенка, будешь себя хорошо вести, я тебе куплю. Это тоже нарушение границ экономических. То есть здесь и экономические границы нарушаются, и эмоциональные. То есть да, у ребенка еще нет своих финансовых средств. С одной стороны. А с другой стороны, финансовые средства в семье – это и его средства. Понимаете? То есть это деньги семьи, это и его деньги. И неважно, зарабатывает он их сейчас или не зарабатывает. Там по поводу этих отношений папы и дочери, это вообще отдельная тема. Я как-то сказал, у меня была лекция одна, и там один мужчина сидит, у меня дочь выросла, я сказал, до 18 лет, типа, там, воспитываю, а дальше до свидания. Отец для девочки – это мужчина номер один, до тех пор, пока она не вышла замуж. Он о ней заботится, он ее оберегает и защищает. Когда замуж выходит дочка, он передает право заботиться из своих рук в руки мужчины. И если дочь даже в 35 лет не замужем, то он несет ответственность за нее, оберегает и защищает. И не ходит и не кричит: я устал о тебе заботиться. Я устал о тебе заботиться. Это мы сейчас с вами проговорили про нарушение границ девочек. Сейчас я хочу показать вам один слайд. Я хочу, чтобы на этом слайде вы узнали себя в отношениях. Я хочу, чтобы в этом слайде, который вы сейчас увидите, вы попробовали узнать себя. Какому образу вы соответствуете? Сейчас я его покажу, а вы мне скажете. Посмотрите внимательно. Какому из этих образов вы соответствуете? То есть, каким вас видит ваш ребенок? Какой вас видит ваш ребенок? Какая вы со своим ребенком? Вот такая счастливая, открытая, иди ко мне, я тебя люблю. Либо вы постоянно страдаете, ребенок видит вас в таком состоянии страдания, жертва, мама жертва. Либо ребенок видит вас в состоянии агрессии, вы постоянно орете. Либо ребенок видит постоянное критикующее лицо, недовольное, так, что это такое, я не поняла. Либо ребенок видит маму, которая постоянно в удивленном состоянии и в шоке там: ой, да что ж ты меня позоришь, ой, да что ж ты опять наделал. Какому образу соответствуете вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Напишите в комментариях, какая вы мама. Каким вас видит ваш ребенок? Какой? Запоминайте, что думаете? Когда ваша дочка вырастет, знаете, как вот есть такая фраза: у нас идеальная семья. Даже в идеальной семье дети, которые вырастают, всегда найдут, что рассказать своему психологу. Понимаете? Всегда найдут, что рассказать своему психологу. Даже воспитываясь в идеальной семье. Страдающая по-разному, так, хорошо. Агрессия, жертва, все вместе. Улыбающийся. Я мама поддерживающая, понимающая и ленивая. Я могу, знаете, что сказать? Смотрите, по поводу вы пишете, Вероника, я мама поддерживающая, понимающая и ленивая. Быть ленивой мамой очень хорошо. Объясню почему. Смотрите, есть мамы, которые хотят быть идеальными мамами. Она бежит домой с работы, у нее полные сумки продуктов.
она уставшая, у нее нет сил, она сок валится. Она прибегает домой, начинает готовить ужин, она бегает, проверяет уроки, она там что-то стирает, что-то убирает. Усталость накапливается. А рядом есть дети, которые просят внимания. Они хотят получить от нее какую-то обратную связь. Обратной связи нет. И мама начинает срываться на детях, на детей своих из-за своей усталости. Просто берет и срывается на них из-за того, что она себя плохо чувствует. Понимаете? И ситуация здесь удивительна чем? Тем, что для детской психики было бы гораздо лучше, если бы мама пришла домой, бросила все, нарезала вот такими кусками докторской колбасы и кусок хлеба. Поели и легли вот так с детьми и балдеете. Понимаете? Легли и балдеете. Я устала, я ленивая, я хочу полежать. Для детей это очень полезное состояние, когда мама спокойна. А когда мама бегает как ненормальная по кухне, готовит, еще орет на всех вокруг. Лучше бы помогли, лучше бы то, идите то, идите то. Детям в первую очередь нужны родители, а уже во вторую очередь им нужны обязанности по дому. А может быть не во вторую, а в 21-ю очередь обязанности по дому. Да, этого очень часто не происходит в отношениях. Дальше поехали. Смотрите, на что обращает внимание ребенок. На что обращает внимание ребенок. И мальчик, и девочка. Какие отношения у мамы с папой? Либо у мамы с мужчиной. Да, часто же бывает такое, что там разводятся люди, и ребенок воспитывается с отчимом. Какие отношения видит ваш ребенок? Задайте себе этот вопрос. Сейчас себе задайте его. Какие видит ребенок отношения между мной и моим мужчиной? Хорошие, наполненные чувственностью, любовью. Деструктивные, где мы постоянно ругаемся, кричим друг на друга, измены, обман и так далее. Понимаете? Если это видит мальчик, он формирует свое поведение, свою стратегию в общении с женщиной. То есть он уже закладывает эту модель, какой должен быть мужчина. Если, например, это видит девочка, у нее формируется своя модель поведения. Что там выстрелит в будущем, мы знать не можем, но что-то плохое. А вот в каком направлении вариантов много. То есть формируется психика, человек вырастает, так много-много дорожек. Направо пойдешь, невротика найдешь. Прямо пойдешь, абьюзера встретишь. Чуть-чуть левее пойдешь, газлайтера найдешь. Еще левее, неглектора. Еще левее, перверзного нарцисса. Еще левее, альфонса, бабника. То есть там много-много дорожек появляется. Она выбирает какую-то из них, раз и пошла по ней. Почему? Потому что у нее нет внутреннего запроса правильного на отношения с противоположным полом. Есть деструктивная интуиция. То есть не интуитивное ощущение правильное, а деструктивная интуиция. То есть она не понимает, вот здесь попробуем, ой, не получилось, ой, вот здесь, ой, не получилось. У мальчика будет то же самое. Дальше. Наши дети смотрят на то, как мы общаемся с родителями, со своими. Вот мои дети смотрят на то, как я общаюсь со своей мамой, со своим папой. Они тоже формируют определенные состояния. Они смотрят, я приведу пример. Сидит папа и разговаривает со своим папой, дети рядом. Да пошел ты нахрен, туда-сюда, мат-перемат. Запись пошла. Девочка слышит, как мама разговаривает со своей мамой. Как ты меня достала, бессовестная. Информация. Вы же понимаете, все, что сюда влетает, сопровождается работой гормональной системы. Гормональная система формирует работу нейроассоциаций и нейронной системы. То есть там соединяются нейрончики, и чем сильнее вот эти соединения, тем более долгосрочная память. Понимаете? То есть это все откладывается в память. Потом мы удивляемся. Ребенок смотрит на то, насколько мама самореализована. Особенно девочка. То есть
Какую жизнь проживает мама? Ее жизнь состоит из чего? Кухня, тарелки, готовка, рынок, продукты, стирка, уборка. И по выходным папа ее обнимает. Все. То есть как моя мама развивается? Как моя мама заботится о себе? То есть я вообще вижу какую-то заботу своей собственной мамы о себе. Ваши дети видят, как вы о себе заботитесь? Как вы себя любите? Как вы себе позволяете отдохнуть? Как вы себя позволяете побаловать? Как вы себе позволяете понежиться, полежать в кроватке, купить себе какую-то вкусняшечку, поехать куда-то на отдых, заняться спортом, погулять по парку, сделать новую прическу, купить себе красивое платье, полюбоваться собой перед зеркалом. То есть ваши дети видят заботу вашу о себе. Потому что мальчик, который не видит маму, которая заботится о себе, вырастает и считает, что женщина, которая с ним рядом находится, вообще плевать. Там есть у нее трусики, нет трусиков, сейчас заштопаем, пойдет. У нее уже мизинчик торчит из сапога, а на улице осень поздняя, уже ноябрь месяц, там, октябрь. У нее все, он торчит, понимаете. Он считает нормально сейчас, но это же не вся нога торчит. То есть он понятия не имеет, что значит быть в отношении с женщиной, которая не заботится о себе. То есть заботится о себе. У девочки то же самое. У нее формируется первичное состояние, угодить другим, а потом себе. Но так неправильно. Она должна полюбить себя, чтобы научить других людей, как ее любить. И уметь делиться любовью. Поэтому, если ваши дети не видят, как мама заботится о себе, это очень ужасно. Это очень плохо. Привычки. Привычки, с которыми дети сталкиваются. Что они видят в вас? Ну, будьте здоровы. С днем рождения. Чтоб водилось, чтоб былось. Чтоб денег было полный карман. И пошли там эти танцы, пьянки, бухание, сишка, мат-перемат, на скамейке с пивасом там посидеть. Я как-то гулял там у себя на районе, помню, с дочкой, когда она еще только родилась. Иду с колясочкой, смотрю по сторонам, сидят мамульки, дети спят, они сидят, семки клацают, пиво, матом ругаются, как сапожницы. Ну мат-то ладно, знаете, я тоже матом могу поругаться, и это еще таким очень отборным. Но ну не делай ты это при своих детях хотя бы. Не делай при своих детях. Если часто же вы видите эти ролики, да, на ютубе выкладывают, там ребенок стоит, матом ругается, и все стоят. Послушайте, наш мозг это не помойное ведро. Наш мозг это не унитаз. Наш мозг это не контейнер для мусора. Это то место, которое формирует нас как личность. И если туда закачать идиотской информации, то человек будет жить как идиот. Если туда закачать что-то полезное, ребенок будет жить как нормальный человек. Ну и настроение, да, я тоже хотел об этом сказать. То есть в каком состоянии видит вас чаще всего ребенок? В каком состоянии вас видит чаще всего ребенок? Вы уже на этот вопрос ответили. Сейчас бы я хотел вам еще спросить. Я сейчас выведу слайд, покажу еще одну картинку. Вы, пожалуйста, посмотрите на нее и ответьте в комментариях. Ответьте, пожалуйста, в комментариях. Ребенок формирует себя в отношениях с мамой. С папой понятно тоже, но чаще всего с мамой общается, поэтому мы здесь берем, акцентируем внимание на маме. Ответьте на вопрос. Первый. Какой вы являетесь мамой? Требовательной, критикующей, сверхопекающей, отстраненной, любящей, либо жестокой? Какая вы мама? Требовательная, критикующая, сверхопекающая, отстраненная, любящая или жестокая мама? А теперь закройте глаза на секунду. Но перед тем, как это сделаете, посмотрите на картинки вот эти. Каким чаще всего бывает ваш ребенок? Таким, таким
таким или вот таким. Атмосфера, в которой ребенок воспитывается, какие эмоции вызывает у вашего малыша? Он счастлив, он печален, он напуган или он зол? Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы в комментариях. Требовательная, сверхопекающая, любящая, ага. Отстраненная. Так. Верхняя левая. В меру отстраненная, требовательная. Требовательная, очень любящая. Мой ребенок счастлив рядом со мной. У меня сейчас старший подросток. Разный. Любящий, напуган и печален. Ага. Принимающая. Отстраненная. Дальше. Хорошо. Жалеет меня. Спасатель будущий. Так. Требовательная, любящая, любящая, сверхопекающая. Критикующая. Психует постоянно. Угу. Хорошо. Требовательная. Агрессивные. Хорошо, хорошо, давайте пойдем дальше. Давайте пойдем дальше. Смотрите, я хочу рассказать еще о том, как формируется вот этот эмоциональный голод в отношениях, чтобы вы тоже понимали, чего не стоит допускать в отношениях со своими детьми. Родители не замечают достижений ребенка. Не замечают достижений ребенка. Я вам приводил как-то пример, давно уже этот, приведу еще раз его. Мама и папа пришли домой, сидят на кухне, мама там котлеты делает, папа пошел в комнату футбол смотреть. Девочка сидела и лепила из пластилина снеговика. Маленькая, ей там 4 годика, например. Вот она сидит и лепит. Чтобы вы понимали, когда ребенок что-либо делает, он создает вселенную. На уровне его психики это вселенная. Это не тот масштаб, который вы видите. Это в нашем представлении взрослых людей, там какой-то снеговик из пластилина вот такой, это какая-то мелочь. Для ребенка это вселенная, понимаете? Он сидел, тратил свое время на эту вселенную, создал ее, бежит на кухню к маме и кричит: мамочка, любименькая, посмотри, какого я сделала снеговика. Мама посмотрела: ой, какой красивый снеговик, молодец, молодец. Ребенок побежал дальше, побежал. Прибегает в комнату, папа сидит, смотрит футбол. Папочка, смотри, какой у меня снеговик. Да-да-да, моя хорошая, умничка, умничка. Ну. Гол, гол, там кричит. Ну, она дальше пошла играть. К бабушке с дедушкой даже не пошла. Бегает, бегает, бегает и так засмотрелась на этого снеговика, пока бежала, что ударилась лбом в косяк дверной. Упала и орет на весь дом. Мама бросает фарш, папа бросает пульт, бабушка вязание, дедушка газету. 4 человека бегут к маленькому ребенку, хватают ее на руки, начинают ее целовать, обнимать, дуть. Говорит: это моя хорошая, моя любимая, моя девочка, мой мальчик маленький, маленький, маленький. У ребенка вообще непонятки происходят. Я только что бегала, хвасталась своими достижениями. Меня проигнорировали. То есть дали обратную связь, но не так, как бы мне хотелось. А тут я упала, и ко мне все прибежали. И формируется, вот, как смотрите, достижение и страдания. То есть потом ребенок вырастает и начинает привлекать к себе внимание через страдания.
вечно все плохо, ничего не получается, чтобы все вокруг его жалели, потому что он не понимает, что так не должно быть. У него уже был такой опыт. У него уже был такой опыт. Понимаете? Ах, я тут думаю, что вы меня будете, наверное, вспоминать еще добрым словом после этого вебинара. Далее, еще очень интересное состояние. Как формируется эмоциональный голод. Такая дисфункциональная педагогика. Не хвалить ребенка, чтобы не перехвалить его. Понимаете? То есть я не буду хвалить ребенка, чтобы его не перехвалить. А то еще сядет мне на голову и потом вообще ничего не захочет делать. Вот в той ситуации, где ребенок делал снеговика, как должна была поступить мама и папа? Вот реакция, понимаете? Вот такая реакция. Да ладно, это ты сама сделала. Да ладно, это такие у него ручки, это такие ножки, а это ведерко. То есть провалиться в состояние ребенка. Это самое главное. Не молодец, ребенок не слышит. Он воспринимает информацию, в ухо залетело и вылетело. Ребенок чувствует. Обнять, малышечка, хорошая или малыш мой, какая ты умничка, как красиво. А расскажи мне, а что это значит, а это что, а это что. Ребенок понимает, что вы разделили с ним его состояние, его достижения, его эмоции, его интересы, его чувства. Понимаете? И ребенок как воспринимает информацию? Так же, как я рассказывал в начале. Через 5 органов чувств. Через то, что он видит, то, что он слышит. То, что он чувствует, запахи, вкусовые ощущения и тактильность. И когда вы на дистанции посылаете ребенку аудиальное сообщение «Да, молодец, моя хорошая», вы позволяете работать всего одному органу чувств. Слуховому и визуальному, потому что он вас видит. Понимаете? А вы представляете, вы ребенка начинаете хвалить, используя 5 органов чувств. Вы перед ним находитесь в состоянии кайфа сами. Ничего себе! Он видит восторг, визуализация. Какая ты умница! Браво! Аудиальный посыл. Иди ко мне, моя хорошая. Обняли, тактильные ощущения. Поцеловали. Запах, прикосновение мамы, папы. Это записывается в систему нейронную. Это формирует плотную психику, здоровую психику. У ребенка нет вот этого состояния «не доел», «не допил» эмоционально. Это состояние полноты ощущений. То есть он постоянно это выхватывает на себя, принимает и впитывает как губка. Поэтому, когда вы общаетесь с детьми, всегда анализируйте эти состояния. То есть, что я делаю с ребенком, как я взаимодействую. Я говорю, то есть посылаю исключительно сигналы какие-то. Я визуально общаюсь с ребенком, взгляд в взгляд, глаза в глаза. Я брал некоторые семейные пары, ну, маму и дочку, например, маму и сына, и просил их, сядьте друг напротив друга, смотрите друг другу в глаза и говорите, я тебя люблю. Многие люди сказать этого не могут. А у кого-то истерики начинаются. То есть мы же понимаем, откуда это. Из-за того, что какие-то состояния просто-напросто игнорировались. Поэтому не бойтесь перехвалить своего ребенка. Хвалите его. Эта хвала должна сопровождаться и прикосновениями, и объятиями, и какими-то словами, понимаете, какой-то нежностью. Девушки, напишите, пожалуйста, кто из вас в этой теме узнает себя? Кто здесь узнает себя? Я– это я. Мгм.
Я узнаю. Добрый вечер. Так, моей дочери 19 лет. Я давно поняла, что я не так воспитывала дочь. Сейчас исправляюсь постепенно. Мгм. По поводу тоже дальше момент очень интересный. Постоянно работающие родители. Ты должен понимать, я много работаю. Для кого я стараюсь? Для ребенка много работаю, для кого я стараюсь, это пыль. Он не понимает. Вы можете работать сколько угодно. Если ребенок стоит на втором месте, у него тоже формируется совершенно искаженное представление о том, как будет в будущем. То есть там девочка начинает мириться с тем, что она не является первоочередным значимым элементом в жизни другого мужчины, понимаете? Ну так. Но я уже молчу, я уже не говорю про критику ребенка. Ребенка критикует мама. Критика может быть в присутствии других детей. Критика может быть в присутствии других взрослых. Понимаете? Что с такими детьми потом бывает? У них повышенная потребность в присутствии мамы. Они боятся оставаться одни. Они боятся общаться с другими детьми. Они замкнутыми становятся. Когда вы начинаете сравнивать с другими детьми, еще это вообще невероятно. Посмотри, какая там девочка хорошая или мальчик, а ты себя плохо так ведешь. Ну, про запрет на чувства я уже сказал. Запрет мнения мы тоже обсудили с вами. Еще очень интересный момент – это запрет, то есть даже не запрет, это обесценивание интересов ребенка. Что значит обесценить интересы ребенка? Это значит, например, девочка говорит маме с папой: ой, я побегу на улицу, мы сейчас с девочками там будем строить шалаш, а в этом шалаше у нас будут там, ну, будем домики для принцесс делать. А папа говорит: а у нас сегодня семейная традиция. Сейчас приедет бабушка с дедушкой, сейчас мы должны посидеть, мы должны поговорить, у нас сегодня лото, будем в лото играть все вместе. И она сидит с этими семейными традициями, семейными ценностями, смотрит на бабушку, смотрит на дедушку, вытаскивает эти бочонки, понимаете? А за окном слышит, как играют дети. Это называется игнорировать интересы ребенка, чувства ребенка. Если это происходит постоянно, девочка вырастает и превращается в агрессора. Она не подпускает к себе мужчин. Знаете почему? Потому что подпустить к себе человека, который говорит «я тебя люблю», значит чем-то пожертвовать. Понимаете? Значит чем-то пожертвовать. Она же жертвовала чем? Своими интересами. Мама с папой говорили: мы тебя так любим, ты должна понимать, сейчас будем в лото играть. Вот. И такие женщины часто вырастают в самых настоящих критиков. Папа постоянно гнобит сына за то, что он не хочет заниматься спортом. Что делать? Папе нужно заниматься спортом. Папа должен заниматься спортом. Ребенок просыпается, папа стоит там, зарядку делает. Я вам вот пример приведу на своей дочке. Она просыпается утром и говорит: папочка, давай делать зарядку. Почему? Потому что она видит меня, когда я могу проснуться там. Если я иду на тренировку, то одна ситуация. Если я дома, я могу там размяться, где-то поприседать, поджиматься от пола. Она понимает прекрасно, что я иду на тренировку, она говорит: я хочу с тобой. Она маленькая, 4 годика. Я приезжаю в зал, начинаю боксировать на груше, там, на мешках. Она подходит, тоже становится, начинает бить по ним, понимаете? Она видит, я начинаю приседать, она начинает приседать. Я беру гантели, она берет гантели. Поэтому, если папа хочет, чтобы ребенок занимался спортом, что нужно делать? Самому заниматься спортом. А тут часто, я не говорю, что в вашей ситуации так. Папа сидит с пивасиком, сигарету курит, узнаю, что куришь, прибью.
Так ты для него авторитет, он хочет на тебя похожим быть, он тебя любит, твой сын. От того он пойдет покурить, чтобы быть как папка. Быть как папка. Значит, не нужно давить на ребенка. Если папа занимается всегда, не надо давить на него. Потому он и не хочет, что вы не даете права определиться ему. Пусть не занимается, если не хочет. А какой возраст у ребенка? Какой возраст у ребенка, Татьяна? Какой у ребенка возраст? В том-то и дело, пример, 16 лет. Не спешите сейчас, пожалуйста. Сейчас такой период, знаете, у ребенка может быть, когда самая такая стадия самоопределения. Ему хочется самостоятельно понять, чего он хочет. Оставьте его, правда. Это папы касается в первую очередь. То есть вот это гнобление, оно только дистанцию формирует. И вот я приведу вам такой элементарный пример, Татьяна. Смотрите. Заходишь в комнату, вот я захожу в комнату, сидит мой сын. Ему тогда было 12 лет. Он сидит без настроения. Вот такой. Это я эксперимент проводил. Не в этот день, а до этого. То есть мне просто было интересно. И мне же интересно изучить, как это работает, психология это в реальном времени, а не просто в книгах, там, как в институте, там, в университете рассказывают. Заходит ребенок, я захожу в комнату, он сидит грустный. Я ему подхожу и говорю, что грустишь? Давай иди на улицу погуляй, смотри, там погода хорошая, все бегают, прыгают, нормально, а ты сидишь дома. Да ну, не хочу я, не хочу. Ну а что не хочу, иди тогда что-нибудь другое. Да не хочу я. То есть начинается такой, знаете, очень тихий конфликт, недопонимание. Проходит какое-то время, я думаю, окей, ладно, не работает, это согласен. Поработаем по-другому. Захожу в комнату, сидит грустный, подхожу, сажусь рядом. Или грустишь? Ну да, что-то настроение такое. Понятно, говорит. Да и у меня что-то настроение не очень. А у тебя что? Да я не знаю, там на работе у меня проблемы какие-то. Вот там что-то не получается. Ясно. А вот ты что грустишь? Да я не знаю, я что-то сегодня пошел на улицу, там смотрю, все футбол играют в бутсах, а я не в бутсах. А неудобно подойти и сказать, потому что я помню, что мы в этом месяце мне уже много чего купили. Да, диалог сразу завязался. И разделите состояние своего ребенка в его нежелании заниматься спортом. Не нужно спрашивать, почему ты не хочешь заниматься. Попробуйте стать таким, как он. Скажите, я на самом деле сам такой ленивый, вот честно тебе скажу. Я б лежал целыми днями на диване, пиццу ел, пиво пил, и смотрел бы телевизор. То есть попробуйте разделить с ребенком его состояние, проникайте в него. Не заходите с позиции советчика, не заходите с позиции наставника, с позиции на одной волне. Ребенок грустит, тебе грустно, да, там, ты расстроен чем-то. Да чего ты расстроенный сидишь, давай, хватит. Я в твои годы по таким вопросам даже не расстраивалась. У тебя этих женихов еще будет 250 тысяч человек. Она с ума сходит, у нее мальчик, первая любовь, прошел мимо нее с другой девочкой, а им всего по 10 лет. И у нее в голове там какая-то каша. А мама ей говорит, да у тебя этих мальчиков еще будет. Я тебя умоляю, не расстраивайся. Не расстраивайся. Сейчас я хочу особенно обратить внимание, следующий слайд хочу показать. Для чего? Очень часто так бывает. Перед тем, как я это сделаю, я хочу задать вам вопрос. Девушки, у которых есть дети, оцените, пожалуйста, свои отношения с мужчиной по 10-бальной шкале. Какие они? Какие отношения видит ребенок? Ой, ребенок. А какие у вас отношения по 10-бальной шкале? С вашим мужчиной. 10 это наивысший показатель, соответственно.
0, 7, 4, 5, 1. Были на 7, на 7. 9. А здесь не важно, изнутри или снаружи. Не важно. 5 минус 10. Теперь внимание. Теперь внимание. Теперь внимание. Вот когда у женщины нет удовлетворенности отношениями с мужчиной, она все те состояния, которые должна получать от мужчины, получает от своего ребенка. Сейчас я вам, секундочку, я хочу здесь одну фигурку вставить еще. Сейчас я тут кое-что... Давайте я выведу слайд и покажу его. Смотрите внимательно. Смотрите внимательно, девочки. Вот это мама, вот это ребенок, это вы. Если у вас нормальные отношения с мужчиной, счастливые отношения с мужчиной, то женщина и мужчина находятся в взаимозависимых отношениях. То есть они находятся в таком едином пространстве, которое их объединяет. Они могут иногда вот так делать, отходить друг от друга, перемещаться по этому пространству. Но они находятся в единой системе. И мама, и папа получают удовлетворение своих эмоций вот в рамках этой системы. Если между мамой и папой происходит конфликт, и папа растворяется, то есть папа выпадает из этой системы, давайте мы его удалим пока, мама начинает заполнять все свое пространство ребенком. Что это за пространство? В этом пространстве находятся гормоны счастья, радости, удовольствия, принятия, ожидания, надежды. И задача мамы сделать все возможное, чтобы ребенок по мере взросления ни в коем случае не дистанцировался, то есть не сепарировался, не отделился. Почему? Если ребенок пройдет полную сепарацию, то есть отделение от мамы, у мамы начнет формироваться очень сильная потребность на эмоции. И так как она не построила счастливых отношений с мужчиной, эти эмоции она получала от ребенка. А ребенок растет и выходит из семьи. Поэтому очень часто девушки достигают совершеннолетия, им может быть 25, 30, 35, 40, 45 и даже 50 лет. Да что ж такое? А сепарация с мамой отсутствует. Они живут мамиными состояниями, мамиными мыслями, мамиными эмоциями. Мама неосознанно вступает в постоянный конфликт с дочерью. А почему? Потому что она боится отпустить ее. Этот конфликт может длиться годами. Женщина может быть в 50 лет с непроработанными отношениями с мамой, и у нее несчастливые отношения с мужчиной. Когда мы с вами говорим о том, что отношения мамы и дочери, например, да, они не очень важны, мы очень сильно заблуждаемся, что якобы там для девочки более важны отцовские отношения, чтобы потом она выбрала по прообразу папы себе мужа. На самом деле нет. Если у вас не проработаны отношения с мамой, нет сепарации, у вас никогда не будет счастливых отношений с мужчиной. Это закон, который еще никто не смог обмануть. Так всегда было, есть и будет, понимаете?
По этому закону мы все жили и жить будем далее. Поэтому, когда мы с вами говорим, как воспитать счастливого ребенка, я так понимаю, многие из вас сделали выводы сегодня. Ответьте на вопрос, если подвести такое маленькое резюме. Как воспитать счастливого ребенка? Мгм. Мама постоянно лезет в мою жизнь, да. Но это естественное состояние, если сепарация не пройдена. Работать над собой, родителей воспитать. Да, мои хорошие. Чтобы воспитать счастливого ребенка, нужно стать счастливой женщиной. Чтобы воспитать счастливого ребенка со здоровой, стабильной психикой, надо стать счастливой женщиной. Стать счастливой женщиной – это значит не находиться в отношениях, где вы являетесь жертвой, где над вами издеваются, где вам изменяют, где вас бьют, где вас не уважают, где вас не ценят. Это значит, нужно научиться отстаивать свои собственные границы личного пространства и научиться не нарушать границ личного пространства своего ребенка. Это значит, что нужно поработать над собой и избавиться от негативных паттернов мышления, для того, чтобы в общении с ребенком не транслировать это мышление, чтобы ребенок развивался полноценно. Это значит, что мама, у которой есть дети, воспитывая ребенка, должна в первую очередь задуматься над тем, каким было ее детство, и проработать свои детские травмы психологические, понимаете, для того, чтобы не сломать психику ребенка. Это значит, что мама и папа должны проработать отношения со своими родителями. Обиды, чувство вины, злость, гнев, агрессию. Понимаете? То есть это очень важная и нужная работа. От этого никуда не уйти. То есть каждый член семьи должен обладать такой своей эмоционально-психологической автономией. То есть я личность, я это я, ты это ты. Когда это происходит, все меняется. Все меняется. А для того, чтобы проработать отношения с родителями, конечно, было бы хорошо, если бы они были рядом. Но если их, к сожалению, нет уже в живых, то это можно сделать и так. Понимаете? Можно сделать это и так. Поэтому можно проработать главное желание. Я вчера говорил уже о том, что у нас курс стартует 24 июня. Для девушек, которые здесь впервые находятся, поставьте, пожалуйста, единичку. Поставьте единичку, кто смотрит вебинары мои впервые и сегодня только присоединился. Сегодня у нас заключительный 5-й день из цикла вебинаров, которые были на этой неделе. Единички есть, да. Давайте я расскажу. Я, во-первых, видите, опять не представился. Может быть, кто-то и знать не знает. Меня зовут Марк Бартон. Уже прошло 1,5 часа, я решил познакомиться. Я практикующий психолог, гипнотерапевт. Являюсь также еще и телеведущим. Кроме этого, я также являюсь автором очень многих онлайн-программ. Психологией я занимаюсь и увлекаюсь с самого детства, с лет 14, наверное, с 12. Помимо всего этого, у меня еще есть и религиозное образование. Должен был я быть миссионером, проповедником, ездить по миру, рассказывать людям о том, как важно беречь семью и как важно взращивать семейственность, как важно ценить семейные ценности. У нас 24 июня
стартует 21-й поток онлайн-курса «Я женщина». То есть это уже 21-я группа. Этому курсу уже больше года. Курс проходит в режиме онлайн и рассчитан на тех девушек, женщин, которые хотят стать счастливыми. То есть он подходит женщинам, которые, например, находятся в браке, но несчастливы в браке. То есть там муж либо пьет, бьет, изменяет, унижает, оскорбляет, деньги не хочет зарабатывать, альфонс какой-то, безответственный, маменькин сыночек. Этот курс подходит девушкам, которые являются любовницами, то есть они в отношениях с женатым мужчиной. Курс подходит девушкам, которые живут с молодыми людьми, но на них жениться не хотят. Встречаются, но жениться не хотят. Курс подходит девушкам, которые только пережили развод и не знают теперь, как жить дальше. Курс подходит девушкам, которые воспитывают детей самостоятельно. То есть есть ребенок, а мужа нет, где не знает, как построить отношения. Если не совсем здоровая самооценка, то есть это комплексная программа. У нас сегодня последний день скидки, сегодня последний день акции. Я хочу напомнить, что до 12 часов вы еще можете попасть на курс по специальной стоимости, потому что она поменяется уже после 12 часов, стоимость будет совершенно другой. Давайте я покажу вам на слайде, что представляет из себя эта программа. Смотрите, онлайн формат, то есть вы можете из любой точки мира принимать участие, где бы вы ни находились. Стартуем мы 24 июня, заканчиваем 21 июля. Продолжительность 4 недели. То есть что включает в себя курс? Это домашние задания ежедневные, это вебинары. То есть вы каждый день получаете задания домашние, и помимо всего этого принимаете участие еще и в вебинарах. То есть что мы делаем на курсе? Занимаемся повышением самооценки. То есть мы вам поможем повысить самооценку, принять себя и полюбить. Поможем вам выйти из треугольника жертва, спасатель, агрессор. Научим отстаивать границы личного пространства, избавим от негативных паттернов мышления, избавим от детских психологических травм, улучшим отношения с родителями, избавитесь от предрасположенности к созависимым отношениям и тираническим, перезагрузите свое подсознание нейроассоциации. На каких условиях можно попасть? Стоимость участия в курсе 7900 рублей. Специальная цена до конца сегодняшнего дня составляет 4900 рублей. То есть за 4900 рублей вы получаете участие в 4-недельном онлайн-курсе со всеми вот этими опциями. Кроме этого, в подарок вы получаете 5 видеоуроков «Искусство быть первой» бесплатно. И в подарок вы получаете все записи интенсива «Я такая одна, удобная или уникальная». Все это за 4900 рублей. Напоминаю, что скидка у нас действует сегодня последний день. Внимание! Каким образом попасть на курс? Если вы хотите забронировать скидку за собой и оплатить, вы можете оставить здесь номер телефона прямо в комментариях. Прямо в комментариях вы можете оставить свой номер телефона и написать там «Хочу попасть на курс со скидкой». И все, вы считаете, уже забронировали. Если телефон ваш здесь есть в базе, в комментариях, значит вы уже забронировали участие в этой программе по скидке. Если же не хотите телефон показывать всем, то можно сделать следующим образом. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, пожалуйста, на слайд, который я выведу. Здесь не слайд, а... Смотрите. Под этим видео нажимаете на кнопочку, под видео, которое вы сейчас смотрите. Нажимаете на кнопочку «Забронировать участие». Здесь стоимость 4900 уже есть. Сюда вводите свои данные, нажимаете «Заказать». Нажимаете «Заказать». Выбираете удобный способ оплаты.
и нажимаете «Оплатить». Здесь также все очень просто разобраться. Либо вы просто можете зайти вот сюда, заполнить форму и нажать «Заказать». Считайте, что скидка забронирована. Ничего сложного нет. Либо написать информацию здесь в комментариях, указав свой номер телефона. Если вы оплатили, да, ждите ссылки, должны прийти вам смс-ками и на почту. Так. Я вчера говорил про 7-дневный курс, да, который у нас стартует. Это бесплатная программа. То есть мы в понедельник запустим ее на работу с ценностями. То есть с понедельника у нас стартует еще программка небольшая, бесплатная. Это будет телеграм-канал закрытый, ну, телеграм-группа. Ссылки вам придут всем на почту, не переживайте. То есть там каждый день вы будете прорабатывать определенные ценности. Ну, например, я сейчас объясню, как это будет выглядеть. Вы получаете задание на проработку 2 ценностей. То есть вам дается 2 ценности на день. Вы начинаете анализировать и исследовать инструкции. То есть, например, близость и веселье. Ну, к примеру, да. Вот 2 ценности. Близость и веселье. И вы должны ответить на многие вопросы. Как вы впускаете близость в свою жизнь? То есть, насколько вы близки со своими родными, близкими, многими-многими другими. Как вы веселитесь? То есть, нам нужно провести диагностику с вами, посмотреть, из чего состоит ваша жизнь. Потому что так часто бывает, что женщина живет такими замороженными состояниями, замороженными чувствами. Дом, работа, семья, готовка, все. Больше ничего. Ага. Варя, не переживайте, вас добавят. Не волнуйтесь, пожалуйста. Не было такого, чтобы кто-то оплатил курс и его не добавили в группу. То есть такого еще никогда у нас не было. Не проходит оплата, оставляйте телефон свой здесь, Надежда. Оставляйте здесь телефон свой, с вами завтра свяжется менеджер и все пройдет. И печаль, и радость. Знаете, как в песне? Как в песне. Поэтому это очень важное решение на самом деле. Этот курс, он терапевтический. То есть это терапевтическая программа, это не коучинговая программа. Там мы действительно проводим человека через очень многие состояния, благодаря которым, например, у вас появляется осознанность, как вам нужно жить дальше, как общаться с детьми, как общаться с мужчиной, как себя позиционировать в этом мире, в этой вселенной. Это очень важно понимать и осознавать. Поэтому еще раз напоминаю, что сегодня последний день, когда действует скидка. За 4 900 вы можете приобрести месячное участие вместо 7900 рублей. Курс будет повышаться в стоимости со следующего месяца. Я в прошлом месяце предупреждал, не поверили. Поднялась цена. В позапрошлом месяце предупреждал. Тоже мне не верили. Поднялась цена. То есть он из месяца в месяц будет дорожать. Если не хотите сейчас идти на курс, можете приобрести сертификат. Также за 4900 рублей. А воспользоваться в любое время в течение года. В любое время в течение года можете воспользоваться этим сертификатом. То есть даже если стоимость курса повысится, вы все равно попадете по этому сертификату на следующие потоки. Я на курсе, меняется даже тело. Но в прямом смысле тело меняется. У людей, у человека может поменяться осанка. На курсе, вот чтобы вы понимали, я же не шучу, здесь есть девушки, которые уже были на курсе. Пришла девушка, астма, курс закончился, астмы нет. Хотя мы никаким образом не лечим там никого. Мы работаем исключительно с эмоциями и с чувствами, с границами личного пространства. Прошла курс, аллергия ушла. Прошла курс, у ребенка астма ушла. То есть происходит действительно трансформация не только внутри человека, но и в теле человека. По какой причине? Потому что все непрожитые эмоции, неправильно прожитые эмоции спускаются на уровень нашего с вами тела. Они скапливаются и концентрируются в виде энергетических узлов каких-то.
какие-то болячки, скованность, сутулость. Я могу так сказать, вы можете, конечно, подумать, что это шутка, но это факт, который могут подтвердить многие мои коллеги, которые сталкивались с подобной проблемой. Приходит ко мне девушка с явно выраженным, таким замороженным состоянием женского начала. То есть женское начало выключено вообще. При этом у девушки проблемы с грудью. Она очень маленькая, она ей не нравится. То есть она маленькая-маленькая, ее нет. Женское начало выключено. Чувства заморожены. Лицо выключено. То есть она мертвый человек. Она жива, но мертва. У нее мимика вот такая всегда. Улыбнись. Посмейся. Вот, понимаете? Вот ее положение. То есть вся женственность выключена. Начинаешь работать с ее блоками. Работаешь. Проходит время, и у девочки там первые-1,5 размер груди. Там первый размерчик или чуть побольше. Ее не было вообще. Она просто отсутствовала, грудь. А потом появилась. То есть вы должны понимать, что все, что находится здесь, отражается вот здесь. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. На курсе у нас есть отдельный вебинар про психосоматику, о чем плачет тело. У нас он будет у девочек, по-моему, на этой неделе даже. Даже на этой неделе. Где я рассказываю о том, почему в нашем теле формируются те или иные заболевания. Ну, не прям по конкретным заболеваниям, саму схему разрисовываю. Потому что многие из вас, находясь в стрессовых состояниях, даже не понимают, почему там болеет что-то, заболевания появляются. Прошла курс трехмесячный у Аллы Фолсон. Наверное, я не способная. А здесь не нужно быть способной, нужно просто делать то, что мы говорим. Все. Вот девушки, которые проходят программу и применяют все в своей жизни, все меняется. Все меняется. У меня нет семьи, я одна, занимаюсь любимой работой и собой. Отношений не хочу, проблем с внешностью нет, есть разные развлечения. Если вы счастливы, пожалуйста. Главное, чтобы это не была вашей защитной реакцией, поведение такое. Поведение такое. Девушки, я очень благодарен вам за то, что вы были сегодня со мной. И надеюсь, что информация, которую вы получили, она пойдет вам на пользу. Еще раз напоминаю, что 24 июня мы стартует наша программа. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста. Ссылка на регистрацию, кнопка, находится прямо под этим видео. Нажмите на кнопочку «Забронировать участие в курсе «Я женщина» по скидке». Если не получается что-то, напишите здесь, пожалуйста, свой номер телефона, с вами менеджер свяжется. Сегодня, напоминаю, до 12 часов ночи действует по московскому времени, действует скидка. Курс стоит 4900 рублей. С завтрашнего дня стоимость повышается и становится обычной, без какой-либо акции. Как он стоил 7900, так он и будет стоить 7900. Всем вам хорошего вечера. Встретимся с вами уже в понедельник в прямом эфире. И в понедельник у нас также стартует наша работа с ценностями. Поэтому регистрируйтесь здесь, регистрируйтесь там, как вам нравится. Ссылки все придут к вам на почту. Всем хорошего вечера и всем пока-пока.